Привет, привет! Новый день и новый урок. Меня зовут Наталья. Вы смотрите канал Practical Russian, где мы практикуем русский язык. Это будет небольшое видео. В этом видео я хочу дать вам разговорные фразы. Я покажу вам свою переписку с подругой, и мы разберем несколько фраз. Как всегда, под видео будет транскрипция. Каждое видео – это урок. Каждому уроку есть транскрипция. Например, трудная тема – глаголы с приставками. Вы можете практиковать каждый глагол. Внизу под видео есть файл с этими глаголами. Так вот, а сейчас, что моя подруга написала мне в сообщении? Хотите узнать? Поехали! Как я сказала, хочу показать вам свою переписку с подругой. На прошлой неделе подруга отправила мне сообщение в WhatsApp. Мы чуть-чуть попереписывались, и я хочу показать вам. Вообще, она отправила мне приглашение. Ее дочке исполнилось 4 года. У ее дочки был день рождения на прошлой неделе, и она пригласила меня на праздник. Эту переписку я хочу вам показать. Она пригласила меня отметить это событие. Ее дочке исполнилось 4 годика в пятницу, но мы отмечали событие в субботу. Так вот, давайте я покажу вам саму переписку. Переписка значит переписываться. Это от слова писать. Но когда мы переписываемся, мы пишем друг другу. Пере значит писать мне и тебе. Мы переписываемся. Сначала я прочитаю вам ее сообщение и потом уже объясню. Моя подруга Таня, ее зовут Таня, она пишет мне. Натали, привет! В пятницу Вике исполняется 4 годика. Мы организуем детскую тусовку в лофте с 12 до 3. Там будет Настя, Ваня, Тимоха и кучка детей с родителями с сада. Вика сама уже составляла список. Если есть желание посмотреть на детскую вакханалию, то приезжай, будем рады тебе. Так вот, ее дочке исполняется 4 годика. Я думаю, это понятно. Они организуют детскую тусовку. Тусовка от слова тусоваться значит веселиться. Это детский праздник. Там будут гости и там будет кучка детей. Мы используем слово кучка, значит несколько детей. Это может быть кучка книг, значит несколько книг. Кучка одежды, значит что-то из одежды. Кучка значит сколько-то, но мы не знаем точно сколько. И это кучка детей с сада. Вика ходит в детский сад, там у нее есть друзья, и она пригласила этих друзей с сада. Какая-то кучка детей. Вика сама уже составляла список. Значит, она написала сама список детей, кого она хочет пригласить. Она уже пригласила этих детей. И она составила список. Если есть желание, то приезжай. Да? Она отправила мне картинку. Вика празднует 4 года. Приглашаем отметить это событие вместе. Обычно мы отмечаем какие-то важные события, такие как день рождения. Потом она мне пояснила, что это будет в субботу, да, не в пятницу. Я ответила спасибо за приглашение, я подъеду. Значит, я приеду туда, я подъеду на место отметить день рождения ее дочки. В пятницу Таня позвонила мне и спросила, хочу ли я поехать с ними на машине. Я не посмотрела адрес. Это место находится немного далековато от меня. И она предложила мне доехать до них сначала. И потом поехать с ними на машине. Я согласилась. Я
написала ей в пятницу: да, конечно, я лучше до вас доеду. И она мне пишет, когда лучше приехать. Давайте я прочитаю. В 10:30 примерно приезжай тогда. Я думаю, где-то в 10:50, 11 часов мы выдвинемся, если никуда заезжать не надо будет. Кофейком, чайком напоим. Она мне написала, во сколько лучше приехать. И в 11 она планировала выдвинуться. Выдвинуться значит выезжать. Двигаться значит куда-то. Ходить, ездить. И здесь выдвинемся значит мы выйдем. Да? Если никуда заезжать не надо будет. Возможно, она думала, что нужно будет купить сок или какой-то лимонад, и нужно будет заехать в магазин. Заехать значит приехать, купить и уехать. И сделать это нужно быстро. Заехать. Приехать, купить, уехать. Это значит заехать. Кофейком, чайком напоим. Напоить значит наливать кофе или чай. Поить кого-то значит предлагать ему напитки. В данном случае она предлагает мне кофеек или чаек. Хочу вкратце рассказать, как это было. Как вы поняли из переписки, в субботу утром я доехала до подруги. Там я поздравила Вику с днем рождения. Она была еще немного сонной. И мы выдвинулись часов в 11. Мы сели в машину и поехали в то место, где был праздник. Мы приехали туда первыми. Мы помогли организатору накрыть стол. Там было 2 стола, один для взрослых, это был большой стол, и один маленький для детей. Да и все, потом начали приезжать гости, было довольно много детишек, детишки были забавные, они были очень милые, они бегали, играли, веселились, и мы с родителями сидели и болтали. Мы ничего особо не делали, просто разговаривали, просто о чем-то болтали. Для детей было шоу мыльных пузырей. И в конце было бумажное шоу. Конечно же, был торт. Детишки поздравили Вику с днем рождения. Вика задула свечи. Детишки поели, конечно, мы тоже что-то перекусили. Потом через 3 часа все уже устали. Все пожелали друг другу хорошего вечера, и все разошлись по домам. Они разъехались по домам. Так, я взяла себе подушечку, чтобы было мягче сидеть. Еще мне нужен планшет. Я буду подглядывать. Еще у меня здесь кошка ходит, естественно. Без кошки никуда. И сейчас я объясню вам несколько примеров и несколько фраз из своей истории. Номер 1. Исполняться, исполнится. Что-то может исполниться. Мы чаще всего используем этот глагол, когда человеку исполнилось 20, 30 или 40 лет, или ему исполнится завтра. Например, ребенку исполнится завтра 5 лет. Мы чаще всего используем этот глагол в этом контексте. Можно исполнять, исполнить что-то для кого-то, например, исполнить желание, исполнить просьбу, исполнить поручение или исполнить требование. Номер 2. Тусоваться. Тусоваться значит веселиться. Возможно, вы знаете слово вечеринка, это значит тусовка, но если честно, мы редко используем слово вечеринка. Скорее мы говорим, у них какой-то праздник, они что-то празднуют, или среди друзей мы используем слово тусоваться. Мы будем тусоваться, у нас тусовка, значит будет какое-то веселье. В выходные мы хотим повеселиться, мы пойдем сначала в ресторан, потом на танцы. Возможно, это возможно. Тусоваться – это разговорное слово. Номер 3. Составить список. Можно составить список продуктов, когда вы идете в магазин. Можно составить список гостей,
когда у вас какой-то праздник и вы хотите пригласить кого-то. Можно составить список дел, например, вам нужно много чего сделать сегодня, и вы составляете список. Вы его пишете, да? Вы пишете список, может быть, что-то вы убираете из списка, и вот вы его составили. Номер 4. Отметить события. Событие – это любой важный праздник. Например, свадьба – это событие, или рождение ребенка – это событие. Также новоселье, когда люди переезжают в новую квартиру или в новый дом, это тоже для них событие. Событие – это что-то важное, это какой-то важный день для человека. Отпуск может быть событием. Отпуск случается нечасто. Отпуск раз в году. Ну, иногда, может быть, 2 раза в году, но для людей это важное событие, когда они куда-то путешествуют. Какие-то из этих событий люди отмечают. Люди отмечают свадьбу, люди отмечают рождение ребенка, люди отмечают новоселье, люди отмечают свой день рождения. День рождения – это праздник, это событие для человека. И мы отмечаем эти события. Номер 5. Болтать. Болтать значит разговаривать, общаться. Люди встречаются, они общаются друг с другом, они о чем-то разговаривают и, в общем, они болтают. Болтать – это разговорное слово, но это синоним разговаривать или общаться. Мы часто болтаем с подругами, значит, мы говорим ни о чем. У нас нет какой-то специальной темы, у нас нет какой-то цели. Мы просто болтаем обо всем на свете. И номер 6. Разойтись по домам. Это глагол движения идти, а здесь разойтись, значит идти в разные стороны, идти в разные направления, разойтись. Потому что люди живут в разных домах, и они разошлись по домам. Они разошлись в разные направления, они пошли к себе домой. И они разошлись из одного места в разные направления. Поэтому я использовала этот глагол «разойтись по домам». Сейчас я хочу дать вам несколько разговорных фраз, когда вы согласны с чем-то. Вы точно знаете такие слова, как «хорошо», «ладно», может быть, вы знаете, «договорились». Да? Но мы используем больше жаргонных слов. Например, «без базара», значит, без разговоров, я согласен. Следующее, «забито», значит, мы забили, мы договорились. Забито. Заметано. Это похоже. Тоже значит, мы договорились. Заметано. Угу. Не вопрос. Значит, у меня нет вопросов, договорились. Не вопрос. По рукам. По рукам значит ударить по рукам, тоже значит договориться о чем-то. Ладно, значит, я согласен. Ладно, это хорошо. Есть другое выражение «да ладно», «да ладно». Еще раз хочу попробовать. «Да ладно». Когда человек удивляется, его друг что-то рассказывает, и он не может этому поверить. И он говорит: «Да ладно, ничего себе, серьезно?» Еще раз хочу повторить. Когда вы согласны с чем-то. Хорошо, ладно, договорились, решено, без базара, забито, заметано, не вопрос, по рукам. Как я обещала, несколько вопросов для вас, для практики. Вопрос номер 1. Вы переписываетесь с кем-нибудь по-русски? Вы переписываетесь с кем-нибудь по-русски? С кем вы переписываетесь? С кем вы переписываетесь? Вопрос номер 2. Какие разговорные слова и фразы вы знаете? Какие разговорные слова и фразы вы знаете?
Вопрос номер 3. О чем вы договорились на днях с другом, подругой или с мужем, с женой? О чем вы договорились на днях с другом, подругой или с мужем, с женой? На сегодня достаточно. Ну, как вам такая тема? Вам понравился такой формат видео? Если да, пишите в комментариях «Мне нравится», и я сделаю серию таких видео. Там будет больше разговорных фраз. Транскрипция к этому видео внизу по ссылке. Также там вы можете поддержать мою работу. Вы можете и получить транскрипцию, и поддержать меня. Я буду очень благодарна вам. На канале у меня есть плейлист «Глаголы с приставками». Это трудная тема. Вы можете смотреть эти видео и изучать их самостоятельно. К этому плейлисту есть файл с транскрипциями в виде учебника. Вы можете читать и изучать каждый глагол дома самостоятельно. Ссылка на файл будет под видео. Плейлист будет здесь. Желаю вам удачи, хорошего дня. Пока-пока.